Всем привет, друзья! Как вы помните, в прошлой серии мы устроили дрифт на нашем блэкджеке. Честно признаться, мы немного передрифтили, потому что у нас испортилось сцепление, тормоза, автомобиль несколько раз перегрелся, и сейчас он издает какие-то очень странные звуки, при этом нифига не едет, он не может набрать скорость, не может остановиться. Поэтому сейчас мы отправляемся на сервис и будем все это дело исправлять. Сломали кардан, мы потеряли практически сцепление, оторвали глушитель. Самое интересное, у нас редуктор наш, который заваренный, он живой. Я говорил, что проедет 2 круга, но он у нас живчиком оказался, такой боец прям вообще. Весь этот ремонт тебе встанет в 3000 рублей. Последствия занижения нашей подвески. Кардан начал вытачивать себе вот здесь вот такую вот прорезь. Поэтому и есть вот этот странный звук, и, видимо, с ним мы ничего не сделаем, пока как-нибудь не выпилим вот эту часть или не увеличим немножечко клиренс. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Ну, в общем, этот глушитель, который постоянно стучит, нас уже достаточно сильно заколебал, чтобы мы занялись его ремонтом, поэтому мы сейчас, наверное, просто вот таким вот образом отпилим, посмотрим, как он будет звучать, и сегодня же поедем и сделаем нормальный глушитель. И это все за один дрифтовый день, по сути. Да. Ну, то есть до этого, естественно, это сцепление было потрепано, но оно было нормальным, когда не надо было там где-то искать. Давай сейчас просто для сравнения посмотрим на новое сцепление, новую корзину и новый диск. Смотри, здесь до заклепок, да, какое расстояние? Чуть ли не в 2 раза толще новое сцепление. Сборка автомобиля окончена, теперь он выглядит вот таким вот образом. Мы решили все-таки переработать сегодня систему выхлопа, потому что вот эта вот гремящая постоянно банка, которая лежит на тросе ручника, ну просто, честно говоря, надоела. Поэтому сейчас мы говорим спасибо Автопрофи-сервис и уезжаем на выхлоп. Но перед этим я хочу послушать, как эта машина звучит, как мы сейчас будем озвучивать улицу вот этой вот нашей полуобрезанной банкой. Мне кажется, тачка сейчас будет просто невероятным образом реветь, потому что мы отрезали, наверное, 3/4 глушителя от нее. Может, он настолько круто будет звучать, что мы так и оставим это на проволоке и будем гонять. Мы переработали немного систему укрепления крышки антифриза, мы обмотали ее изолентой, и теперь, по идее, все должно быть нормально. Антифриз не должен никуда выходить. Причем в данный момент мы заливаем не просто антифриз, мы заливаем какие-то остатки антифриза, разведенные с 4 литрами воды. О-о-о! Как будто в тракторе такой звук прям. Да, да, такое ощущение, что у нас прибавилось лошадиных сил, наверное, минимум 50. Блин, ну по дворам сейчас лучше не ездить, конечно, с таким звуком, особенно ночью. Это просто будет преступлением. John the Revelator, tell me who's that right? John the Revelator.
wrote the book of the seven seas. Когда ты делаешь выхлоп на классику, ты должен подойти к этому делу нестандартно. Ты должен придумать что-то такое, что будет удивлять других владельцев тюнингованных ВАЗов. Выхлоп, который мы поставим, будет абсолютно нестандартный. Мы возьмем выхлоп, который ставят на гелик, проведем его сюда и сюда. Это будет настоящий G63 AMG в корпусе Лады. Две трубы торчат с этой половины, две трубы торчат с этой половины. Мы поменяем катализатор на мощную такую банку, чтобы звук был по-настоящему басовым, и заставим эту машинку звучать и выглядеть еще круче. Tell me who's that right? John the Revelator. Who's that right? John the Revelator. Tell me who's that right? John the Revelator wrote the book of the seven seas. Tell me who's that right? John the Revelator. Tell me who's that right? John the Revelator. Who's that right? John the Revelator. Новый выхлоп весит реально килограммов 5, и это только банка, не считая труб, которые тоже, по идее, должны прибавить веса нашему автомобилю. Естественно, все это не может удержаться на тех креплениях, которые были раньше. Я напомню, раньше были две резинки в конце и две резинки в начале, все остальное просто болталось. Поэтому у нас появился кронштейн на коробке, кронштейн на подвесном, появится еще два кронштейна по бокам. Все это дело скоро соберется, и наша машина заимеет настоящий выхлоп, как на гелике. Самое время узнать, как этот выхлоп звучит сейчас. Звук, конечно, не самый крутой, но потому что у нас очень короткое было расстояние для того, чтобы добавить туда какие-то дополнительные банки, поработать над звучанием. Ну и давайте признаем, то, что сам по себе мотор тоже не очень располагает к хорошему звуку, поэтому вот все, что у нас получилось. На мой взгляд, получилось реально круто. Это выглядит стильно и вписывается в концепт автомобиля по имени Black Jack. Я хочу сказать огромное спасибо ребятам с компании Выхлоп СПБ. Если вы тоже собираетесь сделать себе выхлоп, обращайтесь к ним, вся информация будет в описании. Ну а сейчас я хочу отправиться на трассу и проверить наш автомобиль в гоночных условиях. Ну а сейчас, друзья, то, о чем я вам говорил. Настоящий драг-рейсинг, 402 метра, 2 «Жигуля», в каждый вложено по 150 тысяч рублей. Правда, здесь все деньги ушли на стиль, а здесь же стоит шестнарь, измененная подвеска, переделанный салон и 105 лошадиных сил. Сейчас мы посмотрим, сможем ли мы его надрать. О, мы вырвались вперед! Я даже не верил в это! Нет! О нет! О нет! Он набирает! Смотрите, как он уверенно идет вперед! Блин, он уходит от нас! Стрелка в красной зоне! Мы просто набираем бешеные обороты! Четвертая передача с хрустом! И нет! Нет, это без шансов! Это абсолютно без шансов! Мы едем 140! Вы посмотрите на спидометр! Мы едем 140, мать вашу! Посмотрите на этого парня, как он довольно курит на заднем фоне, потому что он победил, даже несмотря на то, что вначале мы вырвались вперед, потому что наши разварки, они не шлифовали на месте, в отличие от его автомобиля. Наш слабенький мотор уверенно, но верно попер вперед, и мы даже вырвались вперед, но потом он перешел на вторую и резко нас обогнал, и, естественно, на финише разрыв был просто колоссальным. Но у нас есть секретное оружие, нам нечего терять, и поэтому сейчас мы возьмем и выкинем из этой тачки все, что криво прикручено. Мы выкинем из этой тачки все, что ровно прикручено. Мы сделаем все для того, чтобы наши 74 лошадиные силы смогли обогнать его шестнарь. Я надеюсь, у нас получится, друзья. У нас столько всякого говна в багажнике, что мне кажется, если мы его выкинем, мы уже победим.
Когда я покупал этот автомобиль, я даже представить себе не мог, что с ним будет настолько весело. То, что мы просто в один момент решим раздербанить полтачки для того, чтобы посмотреть, насколько быстрее она поедет и сможем ли мы победить шестнарь. То, что мы поставим здесь выхлоп, как на Гелендвагене, или то, что мы затонируем лобовое стекло. Честно, эта машина приносит мне один позитив, даже несмотря на то, что она вообще не соответствует тому же BMW, который у меня был последние полгода, или Porsche, который есть сейчас. Эта тачка заставляет меня кайфовать. Как вы можете заметить, на улице уже реально практически стемнело. Это на видео кажется, что все быстро, на деле мы дербаним эту машину уже, наверное, часа полтора. Каждый болт поддается с трудом, она как будто бы не хочет отпускать свои детали. Но тем не менее, мы уже практически закончили разборку и скоро поймем, насколько эта машина поедет быстрее. Ну, на вид она стала, конечно, просто бомбезной вообще. Мне прям хочется прокатиться. Я думаю, то, что теперь проблема с тем, что было очень жарко из-за того, что печка печет в любом случае, решена. В общем, друзья, посмотрите, на улице уже практически стемнело, уже идет полнейшим ходом закат. Наша машина разобрана, она уже сливается воедино, но я вам гарантирую, что она стала гораздо легче. Мне очень страшно. Я надеюсь, что сейчас все со мной будет хорошо. Пристегиваюсь, хотя это вряд ли мне поможет. Если что, я практически около земли. Не дай бог мы вылетим с трассы, я очень буду аккуратен. Просто до безумия страшно. Стартуем! Вот это да, вот это ускорение гораздо быстрее, чем до этого. Вот эта скорость, нет, он вырывается вперед, о нет, о боже, нет, тут все разлетается в салоне, происходит какая-то дичь, страшно, просто невероятно. Я выжил, друзья, я уцелел. Я вам скажу честно, то, что я не всегда жал газ на полную. В тот момент, когда по салону полетела какая-то бумага, посмотрите, тут просто все валяется. Мне стало настолько страшно, что я немного подотпустил газ, хотя я был впереди. Чисто в теории мы его победили, но не на практике. Но мы были очень близки, господа, очень близки. Но знаете, что самое интересное? Я засек, сколько у нас занял разгон до сотки, и сейчас мы это посмотрим. 100 км в час, 12,5. 12,5 на 2 секунды быстрее, благодаря тому, что мы просто облегчили автомобиль. На самом деле это колоссальный результат, я вам скажу, но недостаточный для того, чтобы победить. Даже несмотря на то, что машина стала гораздо быстрее, мы все равно проиграли. Нам не хватило мощности для того, чтобы обогнать шестнарь. Но в следующей серии мы сделаем так, что этот мотор станет работать еще лучше. Этот мотор должен порвать эту машину, по крайней мере, я на это надеюсь. Потому что в следующей серии мы ставим закись азота. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить это. Всем пока! И, кстати, помните, я тогда не купил Бокстер 99-го года, который мы смотрели. Тут вот ребята решили восполнить пробел и купили такую тачку 2004 года под проект за 400 тысяч. Интересно посмотреть, что из этого получится, потому что вообще про Porsche на ютубе очень мало кто снимает, а тема-то интересная. В общем, ссылка в описании, подписывайтесь и смотрите.